тот вечер мороз стоял особенно лютый. Воздух был таким ледяным, что каждое дыхание обжигало легкие, словно огнем. Борода Ивана мгновенно покрывалась инеем, ресницы слипались от холода. Он возвращался к своей одинокой заимке после проверки селков, расставленных еще с осени. Сил почти не осталось. Ноги подкашивались, спина ныла, плечи тянул тяжелый рюкзак. В голове была одна единственная мысль – дойти, растопить печь, налить горячего чаю и хоть немного согреться. Его заимка стояла на отшибе, в стороне от троп и старых промысловых путей. До ближайшего поселка больше 40 километров. Здесь он был один на один с тайгой. Когда впереди показался темный силуэт избы, Иван облегченно выдохнул. Осталось всего несколько шагов. Но внезапно он остановился. Прямо у крыльца, перегородив вход в дом, стоял огромный медведь. Зверь был настолько велик, что заслонял собой почти всю дверь. Его темная шерсть поблескивала в лунном свете, из пасти вырывался пар. Это был шатун, медведь, который не лег в спячку. А значит, смертельно голодный, озлобленный и крайне опасный. Иван почувствовал, как по спине пробежал холодный пот. Он медленно снял с плеча старую двустволку, которую носил с собой уже больше 30 лет. «Уйди, Миша, не до тебя сейчас», – прохрипел он, взводя курки. Но медведь не бросался. Он стоял неподвижно, опустив голову, словно врос в снег. Каждый раз, когда Иван пытался сделать шаг к крыльцу, зверь издавал глухой рык и бил лапой по насту, поднимая ледяную крошку. Он словно выталкивал человека обратно, в темноту и холод. Сначала Иван растерялся. Потом в груди поднялась злость. В мой дом не пускает меня же какая-то тварь. Он строил эту избу своими руками. Каждый бревнышко, каждую доску, сам. Здесь прошла вся его жизнь. Палец лег на холодный спусковой крючок. «Ну раз так, не обессудь», – прошептал он, прицеливаясь зверю прямо в лоб. Но в последний момент его что-то остановило. Он вдруг понял – медведь не смотрит на него. Глаза зверя были прикованы к двери, уши прижаты к голове. Он прислушивался, словно там внутри было что-то, что пугало даже его. Медведь не охранял добычу. Он преграждал путь. Иван медленно опустил ружье. Сердце колотилось так, будто хотело вырваться из груди. Осторожно, стараясь не шуметь, он отошел в сторону и, утопая по колено в снегу, обошел избу. С трудом добрался до маленького бокового окна, наполовину занесенного инеем. Протер стекло рукавицей и заглянул внутрь. И в тот же миг все внутри у него оборвалось. В его кухне стояли двое чужих. Оба в камуфляже, лица закрыты масками. Один держал в руках обрез и целился прямо в дверь. Второй переворачивал шкафы, вытряхивал ящики, рылся в вещах. Это была засада. Иван сразу все понял. По радио уже несколько дней передавали. Из колонии сбежали двое опасных преступников. Вооружены. Могут скрываться в лесах. Вот они. Они ждали хозяина. Ждали, чтобы убить. Забрать продукты, оружие, теплые вещи. Если бы не медведь, Иван уже давно вошел бы в дом и получил бы пулю в упор. Он даже не успел бы понять, что произошло. Старик медленно опустился в снег под окном. Двустволка выскользнула из рук и глухо упала рядом. В голове шумело. Шатун почувствовал их. Почуял чужой запах. Порох. Злую волю. Страх и жестокость. Он встал между человеком, которого видел годами в этих местах, и настоящими хищниками, скрывавшимися под крышей. Иван сидел, не двигаясь, затаив дыхание. На крыльце медведь снова издал мощный, угрожающий рев. Такой, от которого кровь стынет в жилах. Внутри послышалась суета. Голоса. «Ты слышал? Это медведь. Огромный. Нам конец». Бандиты заметались. Начали искать выход. Переворачивали мебель, спотыкались, ругались. И через несколько минут заднее окно распахнулось. Один за другим они вывалились наружу и, не оглядываясь, бросились в лес, растворяясь в темноте. Они бежали от хозяина тайги. Когда все стихло, медведь медленно повернул голову к окну. Иван вышел из укрытия. Несколько секунд они смотрели друг другу в глаза. Старый человек и лесной великан. Без страха, без злобы,
будто понимали друг друга без слов. Потом зверь тяжело развернулся, фыркнул и, переваливаясь, ушел в чащу. Растворился среди деревьев. Иван долго стоял на месте, не в силах пошевелиться. Потом медленно вошел в дом. Внутри был беспорядок. Разбросанные вещи, опрокинутые стулья, раскрытые ящики. Но он даже не стал убираться. Сел на лавку, смотрел на свои дрожащие руки и думал. В ту ночь он понял простую истину. Иногда самый страшный хищник носит человеческое лицо, а тот, кого мы считаем врагом, может оказаться единственным, кто встанет между нами и смертью. Тайга не прощает ошибок, но иногда она дает второй шанс тем, кто умеет слушать и видеть больше, чем кажется на первый взгляд.